Итак, закончили мы собирать мотивы шали. Вот я собрала все. И теперь нам нужно будет связать уголочки. Вот здесь вот несколько я уже соединила, сделала. Вот они у меня, эти уголочки. И покажу вам. Вот на примере, вот у нас здесь одну часть я не сделала, именно для того, чтобы вам показать. Итак, будем вязать уголочек. Набираем также цепочку из 8 воздушных петель. Делаем петельку и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо. Прячем кончик. 1 воздушная петля и вяжем, учитывая первую вот эту на подъем воздушную петлю, 9 столбиков, полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как бы у нас там было 12, по логике половина это 12, вернее 6, да? Но мы добавляем еще для того, чтобы у нас было, как бы, когда мы будем обвязку делать по верхней части, чтобы нам было удобно, чтобы красивый край получился. Теперь поднимаемся 1, 2 воздушные петли, не затягиваем вот в этой части, чтобы у нас не тянула верхняя часть. Теперь что мы делаем? Вот эту вот петельку пропускаем, следующую. Здесь даже можно добавить еще 1 воздушную петлю, для того, чтобы у нас там было более свободно. Когда будем делать обвязку, мы будем здесь корректировать натяжение. И вывязываем опять. Здесь у нас должно быть 6 столбиков пышных. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так вот вяжем 6 пышных столбиков, 6 лепесточков цветка. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И еще 3 лепесточка. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Последний лепесток. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. Так, здесь подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы не делаем. 1 воздушная петля. И здесь вяжем столбик с накидом. Видите, вот здесь вот петелька по самому краю, чтобы у нас ровненький край получился. По самому краю вяжем столбик с накидом. Так вот. Прям по самый краешек. Поднимаемся 1, 2 и 3, наверное, сделаем. Я обычно смотрю, как у меня идет натяжение, чтобы было более свободненько. И теперь вот сюда, вот перед пышным столбиком вяжем столбики с накидом. 1, 2,
Вот такой элемент у нас будет по краю идти. Теперь 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Соединяем в арочку соединительной петлей. 1, 2, 3, 4 соединения в следующую арочку. 1, 2, 3, 4 и в следующую арку вяжем уголок. То есть 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 3 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот у нас сформировался уголок. 1, 2, 3, 4 воздушные петли в следующую арку соединения. 1, 2, 3, 4 опять соединение в следующую арку. И 1, 2, 3, 4 и вяжем половину уголочка. Вот здесь вот у нас был столбик, вернее у нас 3 воздушные петли, да, по-моему, было, да. И вот сюда вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь поднимаемся на 1, 2, 3 воздушные петли, и вот здесь вот мы уже начнем соединять. Теперь опять же прикладываем, вот это у меня изнаночная сторона, и вот в этот уголочек начну соединять. Сам уголочек соединяем в верхушку. Так вот, смотрите, вот у нас уголок идет, верхний уголок, и посередке сделаем соединительную петлю. Поворачиваем уголочек и вывязываем 3 столбика с накидом в основание. Вот здесь вот у нас мы поднимались на воздушные петельки, и вот здесь вот в основание вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. И теперь будем зигзагом соединять с арочками. 2 воздушные петли, соединение задней аркой, с арочкой заднего мотива. 1, 2, идем вперед. 1, 2, идем назад. 1, 2, идем вперед. 1, 2, назад. 1, 2, вперед. 1, 2, назад. Последняя арка. 1, 2, вперед. И здесь мы уже вывязываем уголочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушная петля, соединяем теперь вот наш вот это вот соединение, где 3 мотива соединены, мы присоединяем 4-м наш уголок. Воздушная петля. Так, давайте посмотрим, чтобы вам было ясно, где именно я соединяю. Видите, вот она. Вот здесь вот мы зигзагом соединили, теперь пойдем вот сюда, вот верхнюю, и закончим соединение уголочка. Итак, половину мы уголка связали, соединили, воздушная петля, и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2,
3. И теперь опять же зигзагом пойдем соединять арки. Раз, два, идем назад. Раз, два, идем вперед. Раз, два, идем назад. Раз, два, вперед. Раз, два, назад. Раз, два, вперед. Раз, два, последнюю назад. И вперед идем. Теперь вот здесь вот уголочек, как мы соединяем. Теперь вывязываем 3 столбика с накидом вот здесь вот. Вот у нас 2 столбика идет и вот третий. Вывязываем 3 столбика с накидом здесь. Раз. Два. И 3. Одна воздушная петля и окончательно присоединяем уже. Вот смотрите, где у нас идет соединение. Вот именно вот в этом месте, где у нас уголочек идет, в вершину. В вершину. Берем соединение просто соединительной петлей и закрепляем ниточку. И мы уголок присоединили. Вот он у нас идет. Точно так же следующий. Начинаете соединять вот с этой части. Соединили, здесь закрепили. Также опять следующий уголочек здесь начинаете и так далее. То есть одного края получается у нас соединение справа налево, да? Ой, я левша иногда так путаюсь, право-лево. Мне иногда в машине, когда едем, спрашивают, вам куда, направо или налево? Я сижу и думаю, где право, где лево. Наверное, это проблема всех левшей. Сложно ориентироваться, и я показываю рукой. Мне так легче сказать. Так, получается, так, мне правая рука. Да, справа налево у нас соединение. Теперь я покажу, как нам соединять вот этот уголочек. Он будет висеть, он только будет соединяться по одной части. И с этой стороны покажу. И с этой. Вот кто опытный, те знают примерно, да, как это все делается. Но кто не опытен, тому будет сложнее. Вот с этой стороны будет вот эта сторона соединяться уголка. Это я вам покажу. Итак, вот я связала заготовку уголочка для того, чтобы присоединить вот сюда. Теперь смотрите, у нас мы соединили вот с этого уголочка, но здесь она у нас будет свободно висеть. Значит, мне нужно провязать вот до этого уголка сам уголок, этот мотив, половину мотива. И потом только вот здесь вот я начну присоединять. То есть я здесь вот мы довязали вот на 3 воздушные петли, поднялись, да, и вот эту сторону мы провяжем в свободном варианте, ну как бы в свободном полете, да. Так, поднялись на 3 воздушные петли, вяжем 2 столбика с накидом. И по этой стороне просто вяжем наши арки, как и вязали раньше. Раз, два, три, 4. И вот в уголочек мы вяжем половину уголка. 3 столбика с накидом. Раз, два, 3, воздушная петля. Вот я связала. И теперь уже начну присоединять вот этот уголочек. Теперь берем, внимательно смотрим. Иногда некоторые переспрашивают, вроде бы все показываю, но кому-то иногда бывает непонятно. Вот вершину здесь у нас воздушные петельки, соединяем, воздушная петля, так, и теперь довязываем уголок 3 столбиками с накидом. Раз,
2, 3, 2 воздушные петли, опять зигзагом соединяем наши арочки. То есть продолжаем вязать, присоединяя уголок к шали. Раз, два, назад. Раз, два, вперед. Раз, два, назад. Раз, два, вперед и назад, и заканчиваем. 2 воздушные петли. Здесь вывязываем опять же за 2 столбиками, вывязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3, 1 воздушная петля, и потом уже соединяем вот здесь вот, где у нас соединение идет, вот этого уголочка, у нас здесь следующий мотив, вершину, соединительной петлей и закрепляем. Ну и прячем ниточку. Ой. Так, вот у нас этот край оформлен, и теперь будем вязать следующий. С той стороны у меня край не оформлен, я вам покажу, как там соединяла. Но это будет зеркально. Вроде бы все просто, но надо показывать. Иногда некоторым непонятно бывает, поэтому покажу обязательно. Так, вот у нас все готово здесь. Теперь перейдем к этой стороне. Вот у нас висит вот этот угол. Нам сюда нужно воткнуть уголочек. Итак, заготовку я связала. Опять же, вот у нас на последний, когда мы пошли круг, здесь мы видим, уже надо соединять с самого начала, как мы начинали мотив соединять прямо в середке, да, полотна. То есть мы не вяжем половинку, как с той стороны мы делаем, а сразу соединяем. То есть вот у меня 3 воздушные петли, делаю соединение, смотрю, где у меня соединяется предыдущий мотив со следующим, вершину ищу, вот она у меня здесь, вот сюда буду присоединять соединительной петлей. И вяжу, присоединяя мотивчик наш к основному полотну. Так, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, то есть соединяем арочки, как делали до этого. Раз, два, раз, два. Вперед, раз, два, назад. Здесь я не буду так прям сильно останавливаться, это уже и так ясно, да, мы же делали это все. Назад, 2, и вяжем уголочек, 3 столбика с накидом. Воздушная петля, соединяем вот с этим уголочком у нас на самом краю, вершину соединения делаем, 1 воздушная петля, и теперь уже довязываем эту сторону, не присоединяя никуда, то есть это свободная у нас будет сторона, то есть довязываем уголок, 3 столбика с накидом и самый краешек арок. Раз, два, 3, 4 в арку. Раз, два, 3, 4 опять в арку. Раз, два, 3, 4 в арочку. И раз, два, 3, 4. И крайне вяжем 3 столбика.
оформляю верхний край шали. Раз, два и три. Теперь смотрите, раз, два, три, поднимаемся. Здесь нам не обязательно отрывать ниточку, потому что мы пойдем сразу на обвязку шали. Почему? Вот поэтому лучше всего соединять мотивы, вот полумотивы, именно справа налево. Потому что вы можете здесь не отрывать ниточку и пойти на обвязку. Ну и теперь насчет обвязки. Давайте мы здесь не будем сильно мудрить. Я обычно вяжу просто арками из воздушных петель. Можно, конечно, связать и кайму какую-нибудь, это на ваш уже вкус. Я просто... шаль у нас и так мотивы очень красивые, и сильно усложнять, как бы нагружать узорами здесь мы не будем нашу шаль. Поэтому вот мы край закончили, да, мы не отрываем ниточку. Теперь вот у нас здесь по краю постоянно вот этот мотивчик будет повторяться. То есть мы на 3 воздушные петли поднялись и сюда, вот в основание, можно в ниточку взять, вот, можно прям в петлю, разницы никакой нет, но по-разному тут вяжут. Здесь это не принципиально. Вяжем 2 столбика. И дальше пошли вязать арки. Просто будем обвязку делать арками. Насколько широко это будем делать, это тоже на ваш вкус. Просто в каждую арочку покажу только там, где в местах соединения. Как у нас арка будет распределяться. Раз, два, три, 4. Так. Раз, два, три, 4. Вот мы дошли до места соединения. Нам здесь нужно распределить арочки. Это тоже интуитивно идет. Просто смотрите, как у вас полотно, чтобы у вас нигде не стягивалось. Я, например, думаю, что у меня здесь будет вот здесь соединение, потом арка. Здесь будет соединяться. Следующее вот здесь. Где-то примерно так где-то распределю. Вот здесь вот соединение сделаю. Главное, чтобы не тянуло полотно. Раз, два, три, 4. Так, следующее соединение сделаю. Ну, вот здесь, наверное. Так, чтобы у нас нитка не вытягивалась, а прямо под нее. Тоже смотрите, как себя ведет ниточка, чтобы у вас нигде не вытягивались нитки. Обычно, когда эластичное, особенно полотно, если вы захватите только одну нитку, она может вытянуться, будет не очень красиво. Лучше брать или за 2, или прям просто под арку. Я все 3 нитки здесь захватила. Будет более аккуратно полотно смотреться. Раз, два, три, 4. И дальше пошли в каждую арку. И точно так же по всей длине полотна. То есть вот у меня здесь, я смотрю, нигде ничего не тянет, и в этом месте тоже не тянет. Значит, буду вязать вот таким вот образом. Вяжите. Дальше я, наверное, не буду вам показывать каждый раз. Вернее, вот когда дойду до той стороны, я вам покажу вот именно вот этот момент. Вывязываете арочки по всей длине полотна, доходите сюда, вот здесь вот обязательно вот этот уголочек повторяйте. Дойдете арками сюда, и вот в эту арочку уголочек обязательно нужно будет вывязывать, для того, чтобы у нас вот в этой части полотно не стягивалось. Уголок нам дает расширение, то есть у нас будет углом оно идти. Вот эту часть вы постоянно должны повторять в каждом ряду. Вот этот уголок у нас не изменен. Здесь у нас не будет арками просто. Довязали аркой сюда. 3 столбика, 3 воздушные петли, опять 3 столбика. И дальше пошли на эту сторону вязать арочки. Все-таки покажу, наверное. Вот я до уголка дошла. Вот эту сторону я вязала арками. Вот они. И до уголочка, вот нижний край нашей шали. Обязательно вывязываем этот уголок. 4 воздушные петли сделала. И это вот момент нам обязательно нужен.
чтобы у нас уголок не был как бы стянут. Он нам дает ровный такой вот ровный угол шали. То есть вот я его вывязала и пошла по другой стороне, буду вязать арочки. Вот это вот момент нам нужен обязательно. Сколько бы вы рядов ни делали, вот это неизменно. Итак, довязала я вторую сторону, обвязала, вернее, арками. И вот эта вот часть, как я вам говорила, она у нас тоже будет неизменно каждый раз. Связали, повернулись обратно, дошли до той стороны, точно так же и на той стороне будет повторяться. То есть мы опять за двумя столбиками вывязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Поднимаемся на 3 воздушные петли. Это у нас будет вот краешек оформлен так. Поворачиваемся и опять повторяем все действия, как мы до этого делали. То есть вывязываем или в петельки, или под петельки, как вам будет удобно, как лежит полотно. 2 столбика и пошли вязать арки. Вот в арке вязать это релакс. Не думаешь о том, что ты где-то ошибешься, можно смотреть кино, отвлечься и все прочее. Самое простое это вот обвязать. Здесь уже можно расслабиться, девочки. Вот таким вот образом вяжем. Я не знаю, насколько вы хотите широкой делать эту полосу, просто арками. Иногда, конечно, можно какие-то элементы, но не обязательно. Давайте просто на арках остановимся. И потом перейдем к кисти. Кисти, конечно, вот некоторые просто останавливаются на без кистей, но тогда уже точно нужна будет какая-то кайма. Но мне кажется, кисти, они как-то дают такую, ну, мне кажется, красивее шаль смотрится, когда она с кистями. Ну все, давайте дальше обвязывать и потом вернемся уже к нашим кистям. Итак, я закончила обвязку края шали. У меня здесь 7 рядов сетки. Можно, конечно, и больше, но мне кажется, оптимально где-то от 5 до 7 рядов этого достаточно. Если хотите больше шали, лучше уж добавить еще один ряд мотивов. Теперь нам нужно оформить верхнюю часть нашей шали для того, чтобы это смотрелось более аккуратнее. Как бы работу оформить в рамку, да? Без этого как бы не очень будет аккуратно смотреться изделие. Вот здесь вот я не отрывая ниточки, закончила последний ряд, и здесь будем делать так. Поднялась я на 3 воздушные петли и совсем простая кайма. Берем в основание, опять же я беру 2 ниточки, вяжем 1 столбик. Здесь подойдет любая самая простейшая кайма, просто чтобы оформить край. И соединяем. Ну, здесь у меня получится. Надо смотреть, чтобы сильно натяжения не было, но при этом, чтобы оно не как бы не кудрявилось. Опять 1, 2, 3. В основание вяжем 1 столбик, 2, и в следующую. Так, здесь просто смотрим, не обязательно там вот, ну вот такая вот самая простая кайма получится у нас, как бы такие волны. 1, 2, 3 по всей длине. Просто я не говорю, куда именно втыкать там крючок, просто смотрите, чтобы было нормальное натяжение. Если сильно будет стягивать, то можно передвинуться и где-то в другом месте сделать соединение, там, чтобы она сильно не натягивалась.
3, опять. Раз. Два. Опять смотрю, куда мне лучше будет соединение сделать. Вот так вот. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Самая простейшая кайма. Опять. Раз, два, три. И опять в основание. Туда же, где мы соединение делали, вяжем 2 столбика. И дальше соединяем. Раз, два, три. Два столбика. И опять смотрю, где мне удобнее будет. Здесь вот у меня лучше, наверное, здесь соединение сделаю. Так, чтобы было более аккуратно. Опять раз, два, три. Смотрю, чтобы оно у нас не сильно вытягивалось. Опять. Здесь это вот на цветочке, да, у меня. Так, здесь, наверное, вот здесь вот я соединю. Так, ну нормально. Вот. Видите, чтобы она не кудрявилась и не стягивала сильно полотно. Вот так вот распределяем кайму по всей верхней части шали. Иногда, когда не сильно ленюсь, я делаю еще одну обвязку. Вот прежде чем вязать вот эту вот каемку, я иногда прохожу просто одним рядом столбиком, полустолбиками. Но здесь, так как нитка более объемная, здесь это не обязательно делать, это будет просто лишняя работа. Более тонкая ниточка, то можно еще один ряд просто пройти сперва полустолбиками по всему ряду, а потом уже связать вот эту кайму. Вот так вот делаем обвязку, и в конце просто оторвите ниточку, и на этом закончим. Будем делать кисти. Итак, я закончила обвязку вверх и начала делать кисти. И покажу, как я их делаю. Я беру стандартный размер. Ну, не то, что стандартный, примерно по моему как бы ощущению, да. Там можно разную длину делать, но я беру вот эта книжка, она у меня как бы служит как бы стандартом длины моих кистей. Примерно, вот смотрите, 17 сантиметров кисть. И мне нужно именно, можно любую другую взять за основу, да, главное, чтобы вот здесь вот выемка была. Здесь, почему мне удобно именно на книжку наматывать, потому что потом прорезать будет очень легко. Вот беру именно вот по этой, по длине книги. Число нитей у меня здесь тоже, это на ваше усмотрение. Иногда 4 нитки. Здесь у меня в 5 нитей, потому что мне нравится, когда пышнее идет кисть. Там тоже смотрите, какая толщина у вас нитки бывает. Сделайте одну кисть, посмотрите, вас устраивает или нет. Я делаю 5. Итак, я наматываю ниточку. Если 5, я примерно где-то 40-50 оборотов делаю, а потом распределяю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и так далее. Итак, оборотов 50 я сделала. Именно вот здесь вот нижний, где у меня начинала оборачивать ниточку. Берем или ножницы, ну, мне ножом удобнее, он у меня острый. Прорезаю так, чтобы, ну, не хочу я книгу повредить. У меня еще было до этого, вот есть же, были старые эти коробки для CD-дисков. Они тоже примерно такого же размера. Вот там можно как бы не щадить эту коробку. Здесь я более аккуратно. Я не знаю, куда делаю, поэтому вот сейчас я книжкой пользуюсь. Вот, я отрезала.
Можно лезвием прорезать, ну там это как вам удобно. И начинаю по 5 штук. Чем удобнее этот способ, здесь не надо будет потом выравнивать ниточку, подрезать. Нам не нужен лишний мусор. Я их вот сейчас все по 5 штук разделю, складу и начну делать кисти. По 5 штук. Так. Где вам удобно их, можно рядом. У меня обычно стульчик, я на него так вот могу даже больше, по 100 оборотов сделать, чтобы мне потом не возвращаться к наматыванию ниточки. Ну, кому как удобно. И можно вот так вот друг на друга, чтобы они не смешались. Потом быстрее работа идет, как бы. Когда начинаете делать кисти, удобненько. А чем по отдельности каждую кисть потом наматывать, отрезать, ну, как бы зачем нам лишние действия, да? Правда? Надо облегчать себе работу. Так, вот я их сделала. Выравниваем ниточку, берем нашу шаль. Я делаю кисти в каждую арку. В каждую арку выравниваем. Берем середочку и в арочку назад. Это у меня лицевая сторона, поэтому назад. Если на изнаночной, то наоборот надеваем кисти. Для чего я это делаю, сейчас я вам скажу. Почему именно так? Ну, не знаю, мне так больше нравится, когда кисти выглядят. Для того, чтобы наша вот эта вот, видите, у нас здесь идет такая перемычка, чтобы она была именно на лицевой стороне. На изнанке она выглядит немножко по-другому. Просто чисто я думаю, что так более красивее. Вы сами решайте для себя, как оно вам лучше будет. Ну, вот я всегда так делаю. Какие-то мелочи, но мне кажется, в итоге получается лучше. Опять берем, выравниваем ниточку. Они все у нас ровненькие. Опять берем арку и от себя вдеваем кисть. Опять же выравниваем, чтобы потом нам не нужно было подрезать ниточку. Все, чтобы у нас было аккуратно. Подтягиваем. Кисть ровная, не надо будет ничего подрезать. Вот таким вот образом делаем наши кисти. И на этом наша работа будет закончена. Итак, я закончила навешивать кисти. Вот здесь краю тоже сделала обязательно. Здесь последняя арка с этой стороны и с этой стороны. Отпаривать шаль я не буду. С этой стороны тоже последняя арка. И вот именно на рисунке между столбиками последняя. Отпаривать не буду. Почему? Потому что у нас здесь рисунок подразумевает, что цветок у нас должен быть объемный. Если отпаривать, он будет как бы не совсем пышный. Поэтому лучше всего в данном случае, вот на данной шали, когда идет объемный рисуночек, лучше всего просто простернуть и разложить. А если захотите именно отпаривать, то только вот края можно, краешек отпарить. И то под мокрую марлю, не сильно надавливая на утюг. Просто чуть-чуть слегка. Хорошо, если у вас есть отпариватель. Это вообще идеально будет. Можно повесить и отпаривателем пройтись по нему. Вот. А эта пряжа, между прочим, очень хорошо выдерживает стирку, поэтому я ее простерну, даже не руками, а в машинке. Она и сушку выдерживает там. И все, и на этом закончим. Надеюсь, вам урок понравился. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Я постараюсь ответить. Не всегда получается, удается ответить. Но по мере возможности я буду отвечать на ваши вопросы. Если у вас какие-то вопросы возникнут именно по ходу работы,
то можно писать в личных сообщениях, где-то я помогу разобраться поэтапно, где-то какие-то моменты вам непонятны, можете писать мне на почту. Адрес электронной почты у меня в описании к каналу есть. Вы войдете во вкладку о канале, и там есть адрес электронной почты. Можете писать туда. Кроме того, еще один момент. Если у вас уже есть готовые какие-то работы по моим видеоурокам, наверное, я возобновлю делать ролики именно по вашим работам. Можете присылать мне свои работы тоже на адрес электронной почты. Кроме того, у нас есть Telegram, но он платный. Оплата там минимальная. Там можно будет в реальном времени со мной общаться, вопросы задавать. Я всегда там на связи бываю. Вот там я всегда бываю на связи. Но там активность какая-то маленькая. Но это уже на ваше усмотрение. И, на этом все. Урок наш закончен. Надеюсь, все понятно. Легких вам петелек. И до скорых встреч. Надеюсь, до скорых встреч, потому что, как видите, так интенсивно, как раньше, я уже не могу выкладывать ролики. Есть некоторые проблемы и все прочее, их надо решать, о которых, может быть, я вам потом расскажу. Но пока вот так вот. Надеюсь, скоро еще следующий ролик будет. Какой? Это уже я смотрю на свою... Вот бывает такое настроение, когда вот что-то хочется связать. Вот резко, что-то в голову пришло, и ты решаешь именно эту вещь связать. Вот у меня такая история. Я вынашиваю идею очень долго, а потом и она у меня рождается, и ты воплощаешь ее. Так вот прям действительно долго вынашивается. Конечно, можно заниматься плагиатом, взять чей-то видеоролик и начать снимать, да, но я так не люблю. Не люблю. Я думаю, что это не очень красиво, когда ты копируешь чьё-то. Надеюсь, я не копирую. И, все на этом. Надеюсь, мы скоро встретимся. До скорых встреч. Подписывайтесь, лайкайте. Тем более сейчас у нас YouTube нас, блогеров, немножко игнорирует с оплатами и со всем прочим. Но хотя бы вы нас поддерживаете. И до скорых встреч, дорогие мои. До свидания.